Впервые увидев трейлер из этой замечательной игры, сразу почувствовалось то, чего раньше не было. До этого я играл во множество игр жанра RPG с открытым миром, но эта игра была ни на что не похожа. Здесь можно было управлять сразу 4 персонажами, которые к тому же взаимодействовали друг с другом не только в бою, но и просто прогуливаясь по миру, видя какой-то объект, либо высказывая свою точку зрения перед каким-то важным решением для группы или всего мира. Все это происходит в красивой, яркой, контрастной обертке мира Ревелон. Здесь нельзя назвать что-то плохим, а что-то хорошим. Это зависит от того, с какой точки зрения посмотреть. Именно такие моменты заставляют хорошенько подумать и с головой погружают в происходящее. Потрясающие дополнительные квесты, проходя которые забываешь об основном сюжете, с головой улетая в местные интрижки и перипетии. Все это я просто обязан был сказать, так как Baldur's Gate 3 — это наследница Divinity Original Sin 2. В чем же главная особенность и уникальность новой игры от Larian Studios? Во-первых, здесь используется другая механика нанесения урона и боя в целом. Она является собой механику Dungeons and Dragons 5 редакции, но если вы не знаете, что это, сейчас объясню. На каждом ходу персонажа ему доступно действие и дополнительное действие. Также у персонажа есть некоторый запас передвижения. Очередность хода зависит от его инициативы. Основное действие – это применение какого-либо удара либо заклинания. Дополнительное, в свою очередь, это какие-то более незначительные действия по типу приема банки либо вдохновений и слабых исцелений. Система нанесения урона работает так. Автоматически кидается виртуальный кубик, к которому прибавляется модификатор. Покажу на примере. Рапира наносит 1d8 плюс 3 урона, то есть случайное значение от 1 до 8, затем плюс 3. В итоге минимальное значение 4, максимальное 8 плюс 3 – 11. Точно так же работают дальнобойные орудия и заклинания. Это самая основа, много о чем я не рассказал, так как это займет слишком много времени. Все эта игра сама сможет вам объяснить более детально, и вы лучше поймете, ничего сложного в этом нет. В игре также очень хороший дневник, в котором можно почитать как о квестах, так и посмотреть обучение на нужную механику. Игра максимально внимательна по отношению к игроку. Подача идет в меру, не перегружая лишним и не отвлекая от геймплея. Действие игры происходит во вселенной Dungeons and Dragons, подземелья и драконы. Здесь вы увидите знакомые вам расы, знакомую систему взаимодействия с миром, либо откроете для себя уникальный и неизведанный вами опыт. Также хочется отметить кат-сцены, которые сделаны как полноценный мультипликационный фильм. Просто посмотрите. В ожидании выхода лучшим вариантом будет пройти Divinity Original Sin 2, так как вы сможете моментально втянуться в геймплей Baldur's Gate 3 и сразу приступить к самому интересному. Первые две части серии Baldur's Gate происходят в том же мире, но новая часть не является прямым продолжением прошлых. Так что могу порекомендовать пройти их ради лучшего понимания вселенной и механик, да и просто эти игры крайне хороши. Еще могу порекомендовать поиграть в настольную Dungeons and Dragons с другими людьми, ведь в игре используется абсолютно та же механика с незначительными изменениями, да и вообще все это очень увлекательно. Выход Baldur's Gate 3 по данным от разработчиков состоится в 2023 году. На данный момент в игре полностью доступен первый акт, 10 классов с уникальными способностями и своим стилем игры, 9 рас, почти у каждой из которых, кроме людей и гитов, есть 2-3 подрасы. Каждая из них уникальна как внешне, так и геймплейно. По слухам, текущий патч последний перед выходом, надеюсь, что это действительно так. Как только появится точная дата выхода, я сразу напишу об этом в описании и в закрепленном комментарии. Немного поговорим про оптимизацию и о том, как игра работает. На моей GTX 970 игра идет в стабильные 35-45 FPS на ультра настройках в разрешении 1080p. Если вы имеете видеокарту выше 1070, вы можете рассчитывать на стабильные 60 с запасом, при том же разрешении экрана. По своему опыту категорически рекомендуется установить игру на SSD-диск для быстрых загрузок, которые ускоряются минимум на 20 секунд. Также рекомендуется 16 ГБ оперативной памяти, так как текстуры в игре очень детализированные. Багов за время игры я практически не заметил,
Была только пара трупов, немного левитирующих над землей. Игра выглядит и чувствуется законченной на все 99%. Все работает, как и полагается. Исходя из этого, можно предположить, что выход вполне возможен в первом полугодии 2023 года, и скорее всего переносов не будет. Друзья, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, так как по этой игре будет еще не один ролик. Пишите, что думаете об игре, играли или ждете полноценного релиза. На этом у меня все. Желаю хорошего дня. До свидания.